Тему бюджетного дефицита мы с вами затронули в ролике о встрече Путина с Трампом на Аляске. Но сегодня нам нужно поговорить об этом подробнее, потому что вопрос действительно нетривиальный. Проговорим ключевой факт, вокруг которого сегодня мы построим все наше рассуждение. Последние 2 месяца российское правительство где-то теряет 500 000 рублей в секунду. Это не ошибка и не преувеличение. Дефицит бюджета в июле прирос на 1,2 триллиона рублей. Суммарно с начала года дефицит уже на 3 триллиона рублей превысил план, заложенный в бюджет на весь 2025 год. С одной стороны, все вроде как логично. Только ленивый не говорил, что обманывать фундаментальные экономические законы вечно не получится. Нельзя вечно жить так, как в последние 3,5 года живет Россия. Когда вы изымаете людей с рынка рабочей силы с целью их грохнуть, когда вы утратили существенную часть рынка энергоносителей и вынуждены торговать нефтью с дисконтом, еще и вкладываясь в серый нефтяной флот, когда вы системно перетаскиваете трудовые и производственные ресурсы в непроизводительные сектора, когда вы, наконец, тратите прорву бюджетных средств исключительно на нанесение ущерба, на убийство людей, и несмотря на это у вас все типа хорошо, все растет и процветает, так не бывает. Апокалиптические прогнозы экспертов времен начала войны не на ровном же месте строились. Эксперты говорили, тут человек принялся систематически пить ацетоновый растворитель. Ничем хорошим это не закончится. Но спустя год все решили, что случился парадокс. Мол, посмотрите, человек уже довольно давно пьет ацетоновый растворитель, а чувствует себя как никогда хорошо. Показатели все лучше. Желудочно-кишечный тракт и кровеносная система вообще стали как у космонавта. Вы гляньте, марафоны бегать стал. Вы, эксперты, обанкротились, ничего не понимаете. Эксперты отвечали, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ацетоновый растворитель – это яд. От него в истории человечества никто никогда не становился здоровее. А им парировали. Никогда не становился, а Путин стал. Он лимончик в растворитель добавляет, и норм. Поэтому в некотором роде происходящее сейчас логично. Систематическое употребление ацетона не могло не вылезти. И вот российской экономике, российскому федеральному бюджету интенсивно плохеет. Но остается вопрос, почему ему плохеет настолько интенсивно? Почему органы, которые казались относительно здоровыми, начали отказывать все разом? Да, бюджет дефицитный уже 3-й год, но в 2 предыдущих российское правительство, в общем, с некоторым гомеопатическим отклонением, удерживалось в рамках прогнозов. А сейчас ситуация явно вышла из-под контроля. Ситуация изменилась именно что качественным образом. С дефицитом в 1,5 триллиона рублей в год, который закладывается в закон о бюджете, можно жить прежним порядком вечно, воевать сколько угодно, хоть те самые 20 лет, о которых Путин с Мединским фантазируют. Но вот с дефицитом больше триллиона в месяц годами не повоюешь. С таким объемом дефицита, с таким масштабом заимствований через год у нас будет полноценный бюджетный кризис. Но у нас тут вопрос как в «Докторе Хаусе». Мы прекрасно понимаем, от чего наш больной помирает, но мы не понимаем, почему помирает так быстро. И почему именно сейчас. Почему состояние больного было прогнозируемо, а теперь непредсказуемо. На этом месте нужно отметить, Минфин отрицает эту непредсказуемость и говорит, что так все и было задумано. В январе были повышенные расходы, вот они их и заимствованиями и закрывают. А по году все останется так, как и планировали. Почему этих планов нет, собственно, в бюджетном плане? Почему дефицит бюджета приходится наращивать 3-й раз за год? Минфин нам не сообщает. Он просто констатирует, мы недополучили 20% доходов от нефти, сильно поиздержались в январе, но дефицит будет ровно такой, как запланировали, хотя он за 7 месяцев превышает план на год в 3 раза. Честно говоря, комментарии Минфина звучат как арифметическое диссидентство. Типа да, нам пришло меньше, мы потратили больше, но результат не изменился. Они изъясняются сложными словами, но говорят именно это. Поэтому наша с вами сегодняшняя задача понять, что реально происходит, а конкретно, куда деваются деньги и почему деваются в масштабах сильно больших, чем прогнозировалось. Начнем с хорошей новости. Примерно 1 триллион рублей мы находим сразу. Это недополученные налоговые доходы с продажи нефти. Это явно новое обстоятельство, которого в бюджетном плане не было. Но дальше начинается натурально темный лес. Да, они потратили кучу денег на национальную экономику, проще говоря, на инвестиции. Там всякие проекты импортозамещения, это все тоже туда относится.
Да, угрохали почти 10 триллионов, но это не новость. Эти почти 10 триллионов уже были в бюджетном плане тогда, когда дефицит предполагался в 1,5. Ну, окей. Еще они насписывали кучу бюджетных кредитов регионам. Но списание бюджетных кредитов регионам – это ритуал ежегодный. Он не может быть ни для кого сюрпризом. На момент принятия закона о бюджете совершенно точно было известно, что, кому и сколько нужно будет списать. Ну хорошо, потратили еще кучу денег на войну. Ну так опять же, куча денег на войну была заложена в принятый в декабре бюджет. Да, военные расходы уже 3 года как вылезают за бюджетный план. Но не в таких масштабах. Условно говоря, у нас нет хорошего объяснения, почему июль 25-го, в смысле расходов на войну, должен стоить настолько дороже июля 24-го. Допустим, они почему-то сильно нарастили рекрутинг наемников за деньги в армию. Но оплата за подписание контракта из федерального бюджета всего 400 тысяч. Остальные переплаты, те самые 2-3 миллиона, заложены в дотациях и бюджетных кредитах, прощенных регионам. А кредитов регионам простили всего на 160 миллиардов. Можно было бы кивнуть на всякие мегапроекты, вроде высокоскоростной магистрали из Москвы в Питер. Но, во-первых, речь там про сотни миллиардов, а во-вторых, финансируются они не из бюджета, а из ФНБ. Получается, никакой из этих вариантов не объясняет происходящего. Чего такого Минфин не знал в декабре, январе, феврале и марте, что с апреля и по конец июля им пришлось трижды увеличивать бюджетный дефицит, доведя его почти до 5 триллионов. На этом месте у нас заканчиваются факты и начинаются гипотезы. Перейдем к ним после небольшого объявления. Посмотрите, пожалуйста. До начала войны я активно участвовал в политической жизни в России. Мы выдвигали и поддерживали оппозиционных кандидатов, проводили для них избирательные кампании, придумывали новые стратегии, предлагали и продвигали идеи по обустройству Москвы, в том числе боролись против уничтожения троллейбусов. В 2019 году наша кандидатка Дарья Беседина выиграла выборы в Московскую городскую думу. Это и тогда выглядело настоящим чудом. Чтобы оно стало возможным, множество людей приложили огромные усилия. И поскольку сейчас вести политическую деятельность внутри России невозможно, мы решили зафиксировать то, что происходило тогда. Создать книгу, в которой будет описано не только то, чем мы занимались, но и передано настроение тех лет. Как мы относились к проблемам, как справлялись с препятствиями, как воспринимали поражение. Именно такую книгу написала Дарья Беседина, ну а я написал туда вступление. Называется книга «Ваш депутат Мосгордумы». Ее можно предзаказать за 2900 рублей, если вы в России, или за 32 евро, если вы за границей, ну и плюс доставка. Книга оформлена по российским законам. В ней нет ничего запрещенного, ее можно спокойно купить в России. Книги будут отправлены покупателям в сентябре. Сейчас может показаться, что кому это нужно все? Улучшение городов, городская политика, когда идет война. И это верно. Но, во-первых, однажды, рано или поздно, возможность для активного участия в российской политике снова появится. И тогда эта книга может вас вдохновить. А может, ваших детей или внуков. А во-вторых, покупка книги – это способ поддержать людей, которые действительно пытались что-то изменить в России и в какой-то степени пострадали за это. Дарья сейчас живет в эмиграции, вынужденной, признанной иностранным агентом. Оплатить книгу можно картой, российской или зарубежной, а также криптовалютой. И, кстати, если у вас есть возможность или желание поддержать издание этой книги и Дарью, в принципе, и наши попытки такое издавать, вы можете сделать пожертвование в 1000 евро или 90 тысяч рублей, и тогда мы вам в подарок пришлем такую книгу с нашими автографами, моим и Дарьи. Ну вот, ссылка в описании. Продолжим. Мы разобрали несколько вариантов, пытаясь объяснить масштаб дефицита бюджетного. Но в итоге ни один даже по грубой прикидке не объясняет ничего. И теперь, когда у нас закончились факты, мы переходим к гипотезам. Самое вероятное исходит из предположения, которое мы высказывали на рубеже прошлого и Нового года. Финансово-экономический блок российского государства был абсолютно убежден, что войне в этом году наступит конец. Это видно просто по бюджетному прогнозу, который предполагал снижение расходов на оборонку на четверть. Правительство адекватно понимало, проблем за 3 года войны накоплена целая куча. И на самом деле денег на Новый год войны нет.
Все подверстывалось к тому, что после 10 января, после инаугурации Трампа, мы дружно пересекаем финишную черту и идем разгребать все, что нахуевертили. Ну, например, мы точно знаем, что военка вся поголовно сидит в долгах. Объем их никому не известен, но масштабы там макроэкономические. Война ведется в долг не только со стороны заказчика федерального бюджета, но и со стороны исполнителей. Можно, как самую вероятную гипотезу, расценить ту, по которой правительство в случае окончания войны собиралось просто вывести все эти долги в дефолт. Оборонка в таком масштабе без войны не нужна. Нет никакого смысла спасать всех этих производителей дронов. Без госзаказа в таком масштабе они и так умрут. А значит, долги, сгенерированные ВПК, вполне можно и не платить. Но случилось противоположное. Когда в декабре принимали бюджет, в той же Елабуге еще не было построено общежитие на 40 тысяч человек. Оборонка, которая вообще-то должна была схлопнуться в значительной степени к лету, а вместе с ней и расходы на покрытие ее долгов, вместо этого она только растет. Вполне реальным представляется, что в момент принятия бюджета все виделось так. На войну будет потрачено меньше, чем заложено, потому что она закончится. Бонусом испарится датируемая часть экономики, в значительной степени свернется в ВПК. Возникнет некоторый избыток денег, которыми можно будет залатать дыры, понаделанные в прошлые годы. Это хорошая гипотеза. Она объясняет, что не учел Минфин, что войну никто заканчивать не собирается, что нужно будет и платить за нее, и закрывать все старые долги, и залезать в новые. Это объясняет, почему нужно много денег прямо сразу. Надо прямо сразу закрыть все дыры, которые должны были закрыться сами собой. Условно, не только заплатить по прошлым долгам Елабуге, но дать им денег еще и на расширение производства. Назовем эту гипотезу условно мирной. Российское государство пытается найти финансирование текущей войны, которая должна была закончиться, а на деле только масштабировалась. В таком случае мы и дальше увидим быстрый рост дефицита и долгов, ведь де-факто это уже другой бюджет с другими параметрами, где нужно оперативно искать деньги на расходы, которых не должно было быть. Вторая гипотеза не столь мирная. Она предполагает, что мы упускаем нечто, стоящее самого пристального внимания. Никто не сомневается, что сейчас над странами Балтии висит опасность даже большая, чем над Украиной. Потому что Киева Путину не видать как своих ушей, а Рига, Вильнюс и Таллин висят как спелые яблочки, приделанные к союзникам коридором в 60 километров шириной. В угрозе этой не сомневаются и прямо о ней говорят лидеры Евросоюза. На такую перспективу уже даже не намекают, а открыто продают ее российские пропагандисты. Если считать, что резкий рост бюджетных расходов, стремление все побыстрее везде проавансировать, закрыть все расходы, взять в долг у банков, пока это еще возможно на относительно нормальных условиях, превентивно потратить как можно больше денег, если всю эту повышенную активность рассматривать как маркер подготовки к новой войне, то все внезапно складывается. Становится понятно, что такое случилось в первой четверти года, о чем не было известно в декабре. Случился Дональд Трамп, который стал себя вести совсем не как на первом сроке, который недвусмысленно дал понять, за Восточную Европу, и уж точно за страны Балтии, он воевать не собирается. Если государство вдруг начинает тратить много денег, причем сильно больше, чем рассчитывало, если это нельзя объяснить никакими очевидными причинами, то причины могут быть не в том, что уже сделано. Причины могут быть в подготовке к чему-то новому. Уж слишком много шагов сейчас совершается, для которых вроде как нет объективных причин. И шаги эти выглядят как минимум невынужденными. Внезапно активизировалась война с мессенджерами. Почему-то принято решение не постепенно их душить, а прямо убить за несколько месяцев и всех граждан принудительно отправить в МАКС. Почему-то надо именно сейчас отработать массовое отключение мобильного интернета. Почему-то только что внезапно заработала система электронных повесток, которая ни шатка ни валка делалась 2 с лишним года. Если предположить, что российское государство готовится к новой войне, то все выглядит вполне логично. Нужно потратить очень много денег, пока их еще можно потратить. Нападение на страны Балтии в любом случае приведет к нескольким месяцам, когда государству будет тяжело выполнять свои функции. Когда тяжело закупать комплектующие для военки в обход новых санкций. Когда на какое-то время сломаются все налаженные системы движения денег через границу. Очень логичным кажется обеспечить себе подушку безопасности сейчас. Сейчас взять денег, неважно под какой процент, купить все, что можно купить, и построить все, что можно построить. Получить себе на счет достаточно денег,
чтобы государство продолжало функционировать даже с тяжелыми последствиями в случае агрессии в Евросоюзе. Звучит так, будто мы снова пугаем. Но вообще говоря, происходящее должно пугать. Есть погрязшее в войне государство, которое вроде как с ней смирилось. Вроде как научилось в рамках нее жить без каких-то экстремальных шагов. И которое вдруг, с одной стороны, резко начинает закручивать гайки, больше не может себе позволить WhatsApp и Telegram, а с другой начинает тратить резко больше денег, чем планировало. Наблюдая подобные движения, следует исходить из того, что государство это вооружается и к чему-то готовится. Не очень хочется думать, что растущий на глазах бюджетный дефицит – это маркер грядущей катастрофы. Но это пока одно из двух лучших объяснений, почему Минфин вдруг с головой полез в долги. Чего это он там такое авансирует? О чем не знал еще несколько месяцев назад. Внезапные перемены в поведении воюющего государства – это никогда не безопасно. Когда те, кто молился на сбалансированный бюджет, вдруг на него забивают, причина для этого должна быть какая-то очень необычная. До завтра.